Большое преимущество графических решений представляется их наглядностью, ясностью, очевидностью. Ошибки и недосмотры скорее замечаются при решениях чертежом, чем при вычислениях. Наконец, графические решения представляют еще то преимущество, что они не вызывают такого умственного утомления, как численные решения. Длинные арифметические выкладки представляют наиболее неприятную умственную работу, влекущую за собой заметную мозговую усталость. Исполнение чертежа не так вредно отзывается на психическом состоянии. Виктор Львович Кирпичев. В этом видео методом графической статики мы посчитаем консольную балку. Как и прежде, сначала определимся с масштабом. Примем 1 мм равный 1 кг силе. Таким образом, мы получим нагрузки 700, 600 и 1000 кг. Построим многоугольник сил. Я буду его строить слева направо, от опоры к концу вылета консоли. Тут мы будем действовать от обратного, поскольку мы знаем, что опора у нас одна и замыкающая будет точно горизонтальной. Мы сначала нарисуем замыкающую, а потом уже будем строить веревочный многоугольник. Причем замыкающая должна обязательно находиться со стороны конца вылета балки, то есть там, где оранжевая сила. Например, если мы все же захотим построить многоугольник сил в обратном направлении от конца вылета консоли к ее опоре, замыкающую мы точно так же проведем со стороны конца вылета консоли, то есть там, где начинается оранжевая сила. Просто в этом случае веревочный многоугольник Вариньона будет строиться в зеркальном направлении. В этот раз не совсем в произвольном месте ставим точку фокуса. В предыдущих видео я не раз говорил о том, что лучше, если фокусное расстояние будет равно единице. В этот раз возьмем фокусное расстояние побольше из соображений удобства черчения. Потому что, как видите, если мы возьмем фокусное расстояние 1 метр, веревочный многоугольник будет очень растянут по высоте и неудобен для использования. Теперь можем из точки фокуса в углы многоугольника провести лучи. Для наглядности построим многоугольник и для обратного направления. Теперь проведем оси опорной реакции и линии действия сил и будем строить веревочный многоугольник. Первый луч ставим так, чтобы он пересекал линию действия опорной реакции и линию действия зеленой силы. Второй луч ставим на пересечение первого луча и линии действия зеленой силы, так, чтобы он пересекал линию действия фиолетовой силы. И последний луч ставим на пересечение второго луча и линии действия фиолетовой силы, так, чтобы он пересекал линию действия оранжевой силы. Замыкающую ставим на пересечение последнего луча и линии действия оранжевой силы. И вот наш веревочный многоугольник Вариньона для консольной балки. Определим при помощи него изгибающий момент. Для этого ординату в интересующей нас точке умножим на фокусное расстояние. Я хочу сразу получить изгибающий момент в килограммах на метр, поэтому умножу не на 2000 мм, а на 2 метра.
И вот наше значение изгибающего момента на опоре. Запишем сразу результат на многоугольнике. Определим изгибающий момент еще в двух точках. Как видим, веревочный многоугольник Варикиона уже сам по себе является бюро изгибающих моментов. Поэтому осталось только нанести на нее традиционные метки. Определим опорную реакцию. Она будет уравновешивающей для всех сил в многоугольнике сил. Поскольку все силы параллельны и многоугольник сил слился в единую прямую, как всегда, сместим опорную реакцию для наглядности чуть-чуть в сторону. Вот наша опорная реакция, осталось ее только измерить. Ну и, конечно, скопируем ее на свое место. Теперь построим опору поперечных сил. Скопируем опорную реакцию. Немножко вытянем линии действия сил. Рисуем линию пролета. На стрелке опорной реакции рисуем горизонтальную линию. Дальше сносим на нее зеленую силу. Итак, от ступеньки к ступеньке выступаем с остальными силами. Если все сделано правильно, этот размер должен быть равен значению оранжевой силы, то есть эпюра должна замкнуться. Эпюра замкнулась, значит мы нигде не ошиблись. Осталось только померить значение поперечных сил. Ну и естественно нанести на эпюру поперечных сил традиционные метки. Вот так вот графическими методами определяется опорная реакция, изгибающие моменты и поперечные силы в консольной балке. А в следующем видео при помощи уже веревочной кривой мы посчитаем балку, загруженную равномерно распределенной нагрузкой. Ну и напоследок, для тех, кто досмотрел до конца, расчет той же балки, но уже выполненный при помощи лиры Сапер. Сгибающие моменты и поперечные силы.